Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тело к телу. Девятое место. Чонгук, ты в порядке? Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Альбом BTS еще не успел выйти, а фанаты уже разочаровались. В чем причина?» Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Telegram будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Он думает, что мы не видим, как он палит телефон Тэхёна. Седьмое место. Ну как же он аппетитно смотрит на Чонгука. Шестое место. Поведение пары. Я не знаю, что убивает меня сильнее. Уверенность Чонгука, что Тэхён возьмет его руку, сам момент, когда это происходит, или невероятная красота этого всего. Соцсети Чонгука существуют только для Тэхёна. Пятое место. Чонгук, когда расстояние между ним и Тэхёном критическое. Четвертое место. Забота. Когда твой человек рядом,
Можно побыть немного слабым, даже если для всех ты являешься примером стойкости и силы. Третье место. Новости. Фанаты скооперировались и собрали все 14 карточек с квеста в Google. Оказывается, название песен здесь написаны от руки тем участникам, который указан в самой карточке. На каждого как раз по 2 песни. Так нравится, что BTS, как всегда, подошли к промо со всей душой. Я знаю, что вам надо увидеть это видео. Forbes немного приоткрыли завесу тайны о песнях из альбома «Ари-Рэнк». Глобальные суперзвезды представили трек-лист своего 5-го полноформатного альбома «Ари-Рэнк», который выйдет 20 марта. Это первый групповой альбом после паузы, связанный с военной службой, и возвращение группы к своим корням после почти 4 лет сольных проектов. Название альбома отсылает к традиционной корейской народной песне «Ари-Рэнк», символу корейской идентичности, стойкости и тоски, которая передавалась из поколения в поколение. Для группы этот альбом – одновременно возвращение к истокам и отражение их эволюции как группы. Альбом открывается треком «Body to Body», за которым следуют «Hooligan», «Aliens» и «Fia», а также экспериментальный «2,0». В центре внимания находится интерлюд No. 29, после которого идет главный сингл Swim, плавно переходящий в Merry Go Round, Normal, Like Animals, They Don't Know About Us, One More Night, Please и завершающий гимнический Into the Sun. Каждая песня отражает уникальный музыкальный стиль и личность участников, объединяя их в цельное художественное высказывание. Стоят друг друга и идеально сочетаются. Намджун участвовал в написании всех треков, кроме интерлюда No. 29, закрепляя за собой роль основного лирика и креативного центра группы. Его слова и идеи пронизывают альбом, связывая отдельные голоса мемберов в единое целое и показывая, как BTS выросли как артисты за время разлуки. Во время работы над альбомом участники жили вместе в Лос-Анджелесе, тренируясь и создавая музыку по строгому графику, возвращаясь к ощущению своих стажерских дней, но уже в рамках мировых достижений группы. «Ари-Рэнк» станет не просто альбомом, а заявлением о том, кем BTS стали сегодня, и обещает быть важным событием в их истории и для всего фандома. Альбом выйдет на стриминговых платформах 20 марта, релиз будет сопровождаться глобальным туром и документальным концертом на Netflix. Тэхён, когда слышит, как его кто-то зовет. В тизере Netflix Тэхён
был одет в приталенный жакет из венецианской шерсти с драпированным поясом в виде цветка и декоративным элементом с жемчугом. Модель стоимостью $2000 представлена в мужской коллекции бренда Симон Роша. Симон Роша – бренд ирландского дизайнера Симон Роша. Национальный фольклор и неоромантика, загадки и откровенность, традиции и авангард – в творчестве Симон Роша тесно переплелись история и современность. Вселенная Симон Роша – это империя контрастов, сложного декора и отсылок к прошлому. Романтичная и экстравагантная, она покоряет новым взглядом на женственность и призывает беречь окружающую среду. В 2010 году Симон представила свою первую коллекцию на неделе моды в Лондоне. Она запомнилась зрителю нестандартным подходом и вниманием к деталям. Основная концепция бренда прослеживались уже тогда: гипертрофированно-романтичные образы, архитектурные силуэты, страсть к изящному декору и ретро-тематике. Спустя всего 3 года Симон Роша вошла в список 500 самых влиятельных людей в мире моды. Сочетание противоположностей – главный мотив в завораживающих формами коллекциях бренда. Симон Роша известна нежными, почти сказочными дизайнами, объединенными с элементами жесткости и современности. И это не только контраст тканей, где тюль, органза, атлас и кружева соседствуют с металлом и кожей, но и противопоставление стилей, эпох, мужского и женского, нового и старого. Симон вдохновляется темой милитари, эротическими мотивами, японской техникой кинбаку, черно-белой фотографией, древним искусством и эко-трендами. Сегодня Симон Роша – это глобальный бренд, представленный в крупнейших магазинах мира. Его основательница стала символом неоромантизма, а ее коллекции – примером того, как высокая мода меняет нашу жизнь. Работы Симон Роша вдохновляют женщин быть более смелыми и уверенными. Сама же она остается верной корням, продолжая экспериментировать, очаровывать сказками, объединять традиции и инновации. Просто он золотой Макне. На Чонгуке был представлен элегантный приталенный пиджак из мягкой костюмной ткани от бренда Рикард Билл. Модель стоимостью $2200 отличается прямыми плечами и лаконичным кроем с универсальной посадкой – унисекс. Спереди расположены функциональные прорезные карманы с клапанами. Главная деталь – стильная застежка на молнию с благородным блеском ручной полировки. Рикард Билл – это берлинский бренд, основанный Джейл Рихерт и Мишель Байль в 2014 году. Их философия – мода вне правил, авангард, инклюзивность и ответственность перед планетой. Дизайнеры разрушают гендерные стереотипы и переосмысляют понятия роскоши и элегантности. В основе каждой коллекции – эксперимент и легкий бунт, обернутый в безупречное качество. Узнаваемый стиль бренда строится на графичности линий, архитектурном крое и сдержанной монохромной палитре. Каждый сезон дуэт предлагает новую историю, сохраняя верность своему почерку. Джейл и Мишель виртуозно работают с текстурами, сочетая итальянские ткани премиум-класса с неожиданными материалами – резиной, бумагой и пластиком. Они изобретают новые техники обработки поверхностей и конструируют лекала так, что их одежда органично сидит на людях вне зависимости от пола, возраста и особенностей фигуры. Вкусный бойфренд – материал для хорошего настроения.
Сенатос об эффекте Тэхёна. Почему Тэхён и Тиор стали новым лицом глобальной K-бьюти. В постоянно меняющемся мире глобальной красоты, где пересечение высокой моды и культовой косметики становится все более размытым, одно имя продолжает привлекать внимание с почти неземной гравитацией – Ви. Теперь мир K-бьюти нашел свою новую путеводную звезду, когда Тиор официально назначила многогранного артиста BTS своим глобальным послом. Это партнерство ощущается не как корпоративная реклама, а как культурная синергия, встреча визитной карточки века Ви и бренда, который в одиночку разрушил стереотип о ограниченной цветовой палитре корейской косметики. Окутанный непринужденной харизмой, которая уже покорила ателье Парижа и вершины Картье, Ким Тэхён привносит изысканную чувственность в миссию Тиор «Подлинная красота». Пока бренд завоевывает Мелроуз-авеню с громкими поп-апами и доминирует в глобальных чартах Amazon, послание ясно: новая эра Тиор касается не только сияния, но и души. Под руководством Ви компактная пудра Mask Fit Red Cushion в форме яйца превратилась из вирусного хита TikTok в незаменимый символ инклюзивной роскоши. В мире, по версии Vogue, это не просто компания, это определяющий портрет современной сияющей красоты. Обсудим то, как шевелятся его уши, пока он внимательно слушает. Кошачья сущность берет верх. Есть вероятность, что нас ожидает латиноамериканский вайб от Чонгука в предстоящем альбоме. И вот несколько фактов. Трек «Хулиган», соавтором которого является Чонгук, был спродюсирован одними из самых ярких представителей новой волны испанской альтернативной сцены Эль Гинчоу и Фейгвида. Эль Гинчоу часто называют главным испанским глок-поп, глич-поп и тропикалист-продюсером. Фейгвида известен как мультиинструменталист, продюсер и автор песен, чье творчество балансирует на стыке гитарного инди-рока, гиперпопа и эммо-музыки с сильным влиянием испаноязычной культуры. Основываясь на составе продюсеров и авторов, мы получим не классический стиль BTS, а трек в жанре хип-хоп с выраженными латинскими ритмами, ориентированный на клубное звучание. Еще одна немаловажная деталь. Фейгвида подписан только на Чонгука в Instagram. А это значит, что велась непосредственная работа над треком, и Чонгук является ключевым вокалистом. И в завершении напомню о словах Чонгука из интервью 2023 года для фильма о сингле Seven «Я кореец», но мне бы хотелось быть единственным певцом, который может совмещать крор и поп-песни. Я собираюсь покорить все жанры, если смогу. Я пока остановлюсь на этих двух, и, возможно, позже я мог бы заниматься латиноамериканской музыкой и оперой, я мог бы также заниматься мюзиклами и классическим пением. Практика с Тэхёном. Присоединяемся, учим движение и наслаждаемся. Вай – цифровая креативная студия, специализирующаяся на компьютерной графике в Instagram, вдохновились коллаборацией Чонгука и Calvin Klein. В Нью-Йорке только что появились огромные джинсы Calvin Klein и Чонгука. Вдохновившись коллекцией Чонгука и Calvin Klein,
Мы создали концепцию, сочетающую в себе различные техники, представив масштабную инсталляцию из джинсовой ткани, которая появится в городе. Просто Чонгук, который в любой момент может выкинуть что угодно, из-за этого его только в лобик поцелую. Тэхён и Чонгук по отдельности выглядят по-разному, но вместе их внешность дополняет друг друга. Хайп очень повезло, что в их компании есть легендарная комбинация. Вряд ли такое может повториться в будущем, потому что сочетание Чонгука и Тэхёна невозможно повторить. Согласитесь, насколько хорош был бы Тэхён в роли вампира. Южнокорейские СМИ сообщают, прокуратура Южной Кореи задержала и предъявила обвинение женщине в преследовании Чонгука. Обвинения включают в себя преследование, 23 раза неоднократное посещение его дома, сотни раз звонки в дверной звонок, ожидание или оставление писем и корреспонденции возле его дома и незаконное проникновение на его территорию. В декабре прошлого года полиция вручила обвиняемой, гражданке Бразилии в возрасте около 30 лет, временный запретительный ордер. Однако она нарушила этот ордер, вновь вернувшись в его дом в начале января. В настоящее время она находится под стражей, ей предъявлено официальное обвинение, и она направлена в суд. В случае признания виновной, депортация юридически возможна, хотя и не является автоматической, и будет зависеть от решения иммиграционных властей. Даже если депортация не будет назначена, ее дальнейший въезд в Южную Корею может быть подвергнут проверке или ограничению. Это прическа Тэхёна. Разве не прекрасно, когда мужчины выглядят так, будто их окунули в мед? Чонгук очень дуется, когда чувствует, что ты не обращаешь на него внимания.
последнее время чехлы как-то слишком бейсик. Чонгуку пора в прайм-эру. Его милая улыбка, которую он послал Тэхёну, сделала мой вечер счастливым. Музыкальный продюсер Нити. Ребята, мне довелось поработать над 3 песнями для нового альбома BTS. Бог велик. Я хочу сказать, как здорово, что команда BTS проявила любовь и объявила песни с продюсерами и авторами, которые работали с ними. Это прекрасно проснуться сегодня и чувствовать себя оцененным, потому что многие из нас месяцами работали над этими песнями. Огромное спасибо моему отцу в индустрии, Диплоу, и всем невероятным авторам и продюсерам, с которыми мне довелось учиться и работать, включая легенд Боунакс Флюм, Алдей Картисер Веллс, Пидок Гостлуп и всех участников BTS. Между ними есть магнит, который бессознательно притягивает их друг к другу так, что они даже сами этого не замечают. Косметический хирург проанализировал лицо Тэхёна и сказал, что это идеальное сочетание милости и привлекательности. Слегка округлые черты лица, даже мягкий кончик носа, но что действительно доминирует? Его глаза. Его взгляд и область вокруг глаз определенно очаровали нас. Легендарный. Красота уровня национального достояния. Перевод: он крутой и красивый, он мне нравится. Это действительно идеальное сочетание милости и привлекательности, не так ли? Есть и сексуальная привлекательность. Обычно человек с таким обаянием тяготеет к андрогинности, с более мягкими, женственными линиями. Но здесь лицо имеет едва заметную округлость, даже кончик носа слегка закруглен. И все же, что абсолютно затмевает все остальное, так это глаза. Один только этот взгляд, он мгновенно приковывает внимание женщин. Неудивительно, что он занимает первое место в мире по красоте. Достичь такого уровня невозможно без огромной популярности и харизмы, которая приковывает всеобщее внимание. Это легендарно. Лицо, достойное национального достояния, невероятно красивое. Смогу ли я когда-нибудь достичь этого? Нет, абсолютно нет. Второе место. Это так интимно. Что-то никогда не меняется. И даже если весь мир пойдет к черту, они будут держать друг друга за руку. Уют и спокойствие друг друга. Первое место. Чонгук с травмированной ногой не мог двигаться и танцевать, а Тэхён почти признался ему в любви, не обращая внимания на камеры. Реакция участников бесценна.
Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.